Часть 1. Пустая стена и тень маркиза. Глава 1. Шедевр второго плана. В воскресенье, 20 августа 1911 года, Париж плавился от августовского зноя. Сквозь распахнутые высокие окна квадратного зала Лувра проникал тяжелый, раскаленный воздух, пахнущий конским навозом, дегтем и речной сыростью сены. Посетители, ленивые буржуа в соломенных шляпах канатье, дамы, обмахивающиеся веерами, и редкие туристы неторопливо проплывали мимо гигантских полотен Веронези и Тициана. В углу между обручением святой Екатерины, Корреджо и мистическим обручением того же автора висела небольшая, потемневшая от времени доска из тополиного дерева. На ней была изображена женщина с едва заметной, ускользающей улыбкой. Если бы в тот день вы спросили у среднестатистического парижанина или смотрителя музея, какая картина в Лувре является самой ценной, вам бы безошибочно указали на Венеру Милосскую, Нику Самофракийскую или, на худой конец, на огромный брак в Кане Галилейской Веронезе, занимавший всю противоположную стену. О Джоконде Леонардо да Винчи знали, разумеется, искусствоведы, утонченные поэты-символисты и завсегдатаи монмартрских кафе. Для остального мира она была лишь одной из сотен благопочтенных, но покрытых вековой пылью обитательниц королевского дворца. Возле нее не толпились жандармы. На ней не было тяжелого пуленепробиваемого стекла, лишь старая деревянная рама и застекленная витрина, защищавшая краску от сырости и слишком ретивых копиистов. Один из таких копиистов, молодой и амбициозный художник Луи Беру, как раз заканчивал свой рабочий день. Он бросил мимолетный взгляд на женщину из Тосканы, собрал кисти в кожаный саквояж и помыслить не мог, что видит эту картину на ее законном месте в последний раз. До величайшего культурного взрыва XX века оставались считанные часы. Глава 2. Призрак из Буэнос-Айреса. В то же самое время на террасе роскошного отеля «Бристоль» на Вандомской площади сидел человек, чье имя не значилось ни в одном официальном документе французской полиции. В регистрационной книге отеля он записался как маркиз Эдуардо де Вальфьерна. У него были безупречные манеры кастильского гранда, сидеющие, идеально подстриженные усы, костюм от лучших портных Савил Роу и взгляд человека, который знает о человеческой природе все. И даже немного больше. Маркиз не был маркизом. Он родился в Буэнос-Айресе, в семье мелкого торговца скотом, но быстро понял, что крутить хвосты быкам – занятие благородное, но крайне нерентабельное. Куда выгоднее оказалось крутить сознанием богатых дураков. Вальфьерна был величайшим менталистом своего времени, хотя сам предпочитал скромное звание коммерсанта от искусства. Перед ним на серебряном подносе лежал свежий номер газеты «Ле Фигаро». Маркиз неторопливо размешивал сахар в чашке черного кофе, глядя на проезжающие мимо открытые амнибусы. Все шло строго по плану. Его величайший шедевр, не живописный, а интеллектуальный, был практически завершен. Оставалось нанести последний мазок. Для Вальфьерна искусство никогда не было сакральным. Оно было товаром с невероятно раздутой эмоциональной стоимостью. Большинство коллекционеров, как он справедливо полагал, покупали не живопись. Они покупали собственное тщеславие, упакованное в золоченые рамы. И Вальфьерна научился продавать это тщеславие в промышленных масштабах. Несколько лет назад в Марокко он познакомился с Ивом Шадроном, человеком с золотыми руками и полностью отсутствующей совестью. Шадрон был гениальным копиистом. Он мог повторить кракелюр, сетку мелких трещин на старой краске, так, что эксперты Лувра плакали от бессилия.
Шадрон использовал старинные доски, выковыривая их из поломанной мебели эпохи Ренессанса, варил лак по рецептам XV века и запекал готовые картины в специальных печах, чтобы состарить олифу. Месяц назад Шадрон закончил свою самую сложную работу. Он создал 6 абсолютно идентичных, пугающе точных копий Моны Лизы. Маркиз Вольфьерна пригубил кофе и улыбнулся своей фирменной, едва заметной улыбкой, которая сделала бы честь самой Джоконде. 6 копий уже были бережно упакованы в обитые свинцом ящики и отправлены за океан в Соединенные Штаты Америки. Каждая из них направлялась к конкретному адресату, к 6 невероятно богатым, амбициозным и, главное, до неприличия скрытным американским миллионерам. План Вольфьерна отличался той безумной простотой, которая доступна только гениям уголовного сыска или криминального мира. Ему не нужно было продавать оригинал. Оригинал продать невозможно, любая попытка сбыть всемирно известную картину приведет прямиком на каторгу в Каенну. Вольфьерна собирался продать факт исчезновения оригинала. Как только Мона Лиза исчезнет из Лувра, весь мир сойдет с ума. Газеты поднимут вой, полиция перевернет вверх дном Европу. И в этот самый момент каждый из 6 американских толстосумов получит весточку от доверенного лица маркиза: оригинал у нас. Газеты пишут правду, из Лувра украдена пустышка, а настоящая Джоконда теперь может принадлежать вам. Разумеется, все строго конфиденциально. Вы ведь не хотите, чтобы к вам пришла международная полиция? Каждый из них заплатит баснословные деньги, по $300 тысяч, миллионы по нынешнему курсу. Каждый из них запрет свою копию в подземном сейфе или тайной комнате за тяжелыми портьерами. Каждый из них будет наливать себе столетний виски, смотреть на фальшивку Шадрона и задыхаться от гордости: весь мир ищет ее, а она здесь, у меня. Я переиграл человечество. Они никогда не встретятся и не сравнят свои приобретения. Они будут молчать до самой смерти, охраняя криминальную тайну, которой на самом деле не существовало. Для того, чтобы эта идеальная схема сработала, Вольфьерна нужен был лишь один пустяк. Картина действительно должна была исчезнуть из Лувра. Хотя бы на время. И для этого маркизу потребовалось идеальное, слепое, фанатичное орудие. Глава 3. Итальянец в белом халате. В нескольких километрах от фешенебельного Бристоля, в нищенской каморке на верхнем этаже доходного дома на улице Больших Осеней, Ру-дель-Хопитал Саинт-Луис, на железной койке лежал человек в грязной рабочей блузе. Его звали Винченцо Перуджа. Ему было 30 лет. Он был худощав, имел густые черные усы, глубоко посаженные, лихорадочно блестящие глаза и мозолистые руки потомственного ремесленника. Перуджа приехал в Париж из Северной Италии, из беднейшей провинции Варези, в поисках заработка. Париж встретил его не огнями кабаре и звоном бокалов, а тяжелым трудом, сыростью мансард и презрительным французским словечком «итальянишка», которое ему бросали в лицо уличные торговцы и подрядчики. Перуджа был стекольщиком. И не просто стекольщиком, а мастером высокой квалификации. Год назад фирма «Гоби», на которую он работал, заключила контракт с Лувром. Руководство музея, напуганное недавним инцидентом, когда сумасшедший посетитель полоснул ножом картину в одном из залов, решило защитить свои главные шедевры тяжелыми зеркальными стеклами. Винченцо Перуджа лично провел в залах Лувра несколько месяцев. Он знал этот огромный, запутанный лабиринт как свои 5 пальцев. Он знал, в какие часы смотрители уходят пить кофе, какие двери остаются незапертыми и какие лестницы ведут во внутренние дворы, минуя бдительное око главного вахтера.
Он также прекрасно знал Джоконду. Он сам монтировал для нее защитный стеклянный короб. Проводя часы в непосредственной близости от полотна, Винченцо, человек малообразованный, но обладавший обостренным, чисто итальянским чувством национальной гордости, начал испытывать к картине странное, почти религиозное чувство. В его голове, подогретой чтением дешевых патриотических брошюр и постоянными обидами со стороны французов, созрела навязчивая идея. Эта картина итальянская. Ее написал величайший гений Италии Леонардо. Ее украл проклятый корсиканец Наполеон Бонапарт во время своих грабительских походов. Перуджа плохо знал историю и не подозревал, что Леонардо сам привез картину во Францию и продал ее королю Франциску I за 4000 золотых экю. «Она должна вернуться домой», — шептал Перуджа, глядя в темный потолок своей каморки. «В Италию. Во Флоренцию. Французы не имеют права владеть нашей гордостью». Он не знал, что человек, назвавшийся агентом маркиза Вольфьерна, который случайно встретил его в рабочем кабачке несколько недель назад и долго поил дешевым вином, аккуратно и незаметно направлял эти мысли в нужное русло. Агент не предлагал Перудже денег за кражу, он знал, что фанатикам нельзя предлагать грязное золото, это оскорбит их высшую миссию. Вместо этого агент говорил о патриотизме, о великом долге перед Родиной и о том, что некие влиятельные люди в Риме обеспечат картине достойное возвращение, а самому Винченцо — вечную славу. Перуджа поверил. Рядом с его койкой на полу лежал аккуратно сложенный белый хлопчатобумажный халат, стандартная униформа технических служащих и реставраторов Лувра. Точно такой же халат, какой он носил, когда работал в музее официально. Накануне он уволился из фирмы «Гоби», но халат и служебный ключ от боковой двери квадратного зала сохранил. Понедельник, 21 августа, был идеальным днем. В понедельник Лувр был закрыт для публики. В залах хозяйничали только уборщики, стекольщики, маляры и редкие смотрители, которые в этот день были расслаблены и больше думали о предстоящем обеде, чем о безопасности экспонатов. Винченцо закрыл глаза. Сердце его бешено колотилось. Завтра утром он пойдет в музей. Не работать. Возвращать долги истории. Глава 4. Понедельник. Секрет под плащом. В 7 часов утра 21 августа 1911 года Париж только просыпался. Над Сеной поднимался легкий туман. Винченцо Перуджа спокойно подошел к входу для персонала Лувра со стороны площади Карузель. На нем был его белый рабочий халат. В кармане лежал простейший инструмент, пара отверток и плоскогубцы. На плечи был небрежно накинут широкий малярный плащ. Смотритель на входе, привыкший к мельканию сотен рабочих лиц, даже не поднял глаз от своей чашки с молоком и свежего круассана. Перуджа уверенно прошагал по знакомым коридорам, поднялся по служебной лестнице и вошел в квадратный зал. Зал был пуст. Тишина стояла оглушительная, нарушаемая лишь далеким шарканьем щеток полотеров в галерее Аполлона. Перуджа подошел к Джоконде. Женщина на доске смотрела на него со своим вечным, едва уловимым прищуром. «Пора домой, сеньора», — мысленно произнес Винченцо. Его руки действовали быстро и четко. Он знал конструкцию креплений до автоматизма. Он подцепил 4 металлические защелки, которые удерживали тяжелую раму на настенных крюках. Рама вместе со стеклом весила почти 40 килограммов, для одного человека ноша не из легких. Перуджа, напрягая жилы, снял ее со стены.
Он быстро перенес картину в темный, тупиковый коридор служебной лестницы, который вел во внутренний двор Висконти. Эта лестница почти никогда не использовалась. Здесь, в полумраке, он вытащил отвертку. Ему нужно было освободить деревянную панель Леонардо от тяжелого обрамления, подаренного Лувру несколько десятилетий назад графиней де Биарн. Металлические ушки поддались не сразу. Одно из них с тихим скрипом сорвалось, Винченцо едва не чертыхнулся вслух. Через 5 минут в его руках осталась голая доска размером 77 на 53 сантиметра. Тяжелую раму и застекленный короб он просто бросил на ступенях лестницы, прикрыв их какими-то старыми тряпками. Перуджа попытался спрятать картину под халат, но углы доски уродливо выпирали. Тогда он снял свой широкий малярный плащ, плотно обернул им полотно и прижал его к правому боку, перекинув полу плаща через плечо. Со стороны казалось, что рабочий просто несет рулон сукна или кусок фанеры. Он начал спускаться по лестнице к выходу во двор. И тут удача, которая до этого момента шла с ним рука об руку, изменила ему. Дверь внизу лестницы, которая всегда была открыта, оказалась заперта. Перуджа почувствовал, как по спине покатился холодный пот. Из кармана халата он достал служебный ключ. Ключ вошел в скважину, но не провернулся, замок недавно сменили. Времени не оставалось. Сверху, со стороны квадратного зала, могли в любой момент пойти люди. Перуджа вытащил отвертку и начал лихорадочно откручивать винты, удерживающие дверную ручку, надеясь вытолкнуть язычок замка. В этот момент сверху послышались шаги. Кто-то спускался по лестнице. Перуджа замер, прижав сверток с бесценным шедевром к стене, готовый дорого продать свою жизнь. Шаги приближались. На площадку вышел человек в таком же рабочем халате, водопроводчик Лувра по фамилии Саве. «Эй, приятель, что ты тут делаешь?» Удивленно спросил Саве, глядя на растерзанную дверную ручку. Перуджа включил все свое актерское мастерство, на которое был способен. Он состроил злую, раздраженную гримасу и потряс отверткой. Да вот, какой-то идиот запер дверь. Мне нужно вынести мусор во двор, а я застрял здесь. И ручка сломалась. Саве, который сам ненавидел музейную бюрократию и вечно закрытые двери, сочувственно сплюнул. Ладно. У меня есть пассатижи. Давай помогу». Водопроводчик подошел к двери, ухватился инструментом за штырь замка, с силой повернул его, и дверь с тяжелым щелчком открылась. Солнечный свет двора Висконти ударил им в глаза. «Спасибо, брат», — буркнул Перуджа. «Ни за что». «Удачи», — ответил Саве и пошел обратно вверх по лестнице, даже не взглянув на странный плоский сверток под плащом своего коллеги. Он только что стал соучастником преступления века, сам того не подозревая. Перуджа вышел во двор. До главных ворот оставалось около 50 метров. Он шел ровным, не слишком быстрым шагом, стараясь дышать глубоко и спокойно. У ворот на площади Карузель стоял тот самый смотритель. Он все еще допивал свой утренний кофе. Винченцо поравнялся с ним. Сердце колотилось в ушах, как церковный колокол. Смотритель поднял глаза, посмотрел на рабочего с плащом под мышкой и зевнул, и отвернулся, высматривая кого-то на площади. Через секунду подошвы сапог Винченцо Перуджи ступили на брусчатку Парижской улицы. Мона Лиза покинула Лувр. Глава 5. Исчезновение, которого никто не заметил. Самое поразительное в этой истории произошло дальше. Картина исчезла утром в понедельник.
Но Лувр узнал об этом только во вторник днем. Весь оставшийся день понедельника музей жил своей обычной технической жизнью. Никто из уборщиков или редких кураторов, проходивших мимо квадратного зала, не обратил внимания на пустующие 4 крюка на стене между картинами Корреджа. В Лувре велась масштабная инвентаризация и фотофиксация. Картины постоянно снимали со стен и уносили в фотоателье, которое располагалось на чердаке музея. Это было настолько рутинным делом, что отсутствие любого полотна не вызывало ни малейших подозрений. Во вторник, 22 августа, в 9 часов утра Лувр открылся для широкой публики. В зал вошел художник Луи Беру, тот самый копиист, который планировал продолжить работу над своим эскизом квадратного зала. Он установил мольберт как раз напротив того места, где должна была висеть Джоконда. Он посмотрел на стену. Картины не было. Были видны лишь 4 темных пятна на обоях и скопившаяся за годы пыль. Беру улыбнулся и повернулся к проходящему мимо смотрителю зала по фамилии Пауардин. «Скажите, любезный, когда сеньора вернется со свидания со своим фотографом? Мне нужно закончить перспективу». Пауардин равнодушно пожал плечами. «Наверное, к обеду принесут. Вы же знаете этих фотографов из мастерской господина Брауна. Они вечно затягивают съемку ради хорошего света». Беру прождал до 11 часов. Картину не несли. Художник начал раздражаться, его рабочий день уходил впустую. Наконец, он решил сам подняться на чердак, в фотоателье, чтобы поторопить мастеров. Когда он вошел в залитую светом стеклянную фотостудию, начальник мастерской удивленно посмотрел на него. «Мона Лиза?» «Нет, дорогой Беру, мы сегодня ее не заказывали. Последний раз мы снимали ее полгода назад. Посмотрите в реставрационной мастерской». Беру, чувствуя, как внутри зарождается странное, липкое беспокойство, спустился обратно к смотрителю Пауардину. «В фотоателье ее нет», — резко сказал художник. Пауардин нахмурился. На его лице отразилась тяжелая мыслительная работа. Может быть, ее унес главный хранитель? Или она на чистке? Пойду проверю». Смотритель ушел. Его не было около 20 минут. Когда он вернулся, его лицо было бледным, как больничная простыня, а форменная фуражка съехала на бок. Ее нигде нет», — пролепетал он. «Ни у реставраторов, ни у директора. Нигде». В 12 часов 15 минут дня директор Лувра Теофиль Омель, до которого наконец достучались испуганные клерки, ворвался в квадратный зал. К этому моменту на ступенях служебной лестницы Висконти уже нашли брошенную тяжелую раму и разбитое стекло. Омель посмотрел на пустую стену, на сиротливо торчащие крюки, схватился за голову и глухо произнес: «Боже мой! Ее украли!» Через 15 минут массивные дубовые двери Лувра с грохотом закрылись перед носом изумленных туристов. Музей объявил о техническом закрытии из-за аварии водопровода. Из здания начали спешно выдворять посетителей. Париж еще ничего не знал. Газетные ротационные машины в типографиях еще спали. Но шестеренки грандиозного скандала, который навсегда изменит мир искусства, уже провернулись. А в роскошном номере отеля «Бристоль» маркиз Эдуардо де Вольфьерна, допивая вторую чашку кофе, благосклонно кивнул своему секретарю, который принес короткую записку: птица покинула клетку.
Маркиз открыл дорогую кожаную шкатулку, достал 6 заранее написанных писем на плотной бумаге с водяными знаками и лично наклеил на них американские почтовые марки. 6 фальшивых «Мон Лиз» в США были готовы обрести своих законных владельцев. Часть 2. Безумие на сене и золотой дождь за океаном. Глава 6. Парижская лихорадка. К утру среды, 23 августа 1911 года, весть об исчезновении Джоконды разорвала Париж похлеще любого анархистского снаряда. Типографии не успевали допечатывать экстренные выпуски газет. Заголовки «Ле Фигаро», «Ле Матин» или «Люстратион» кричали огромными буквами «Невероятно!». Мона Лиза похищена из Лувра. Национальный позор. Франция погрузилась в состояние коллективной истерики. Префект парижской полиции Луи Лепин, славившийся своей железной хваткой, лично возглавил расследование. Лувр был объявлен местом преступления и закрыт на целую неделю. Более 100 инспекторов прочесывали каждый квадратный сантиметр огромного дворца, заглядывая в вентиляционные шахты, старинные сундуки и даже в подвальные гробницы французских королей. Французское правительство объявило колоссальную награду за любую информацию – 45 000 франков. Общество кураторов Лувра добавило к этой сумме еще 20 000. Но взамен полиция получала лишь тонны безумных писем и ложных доносов. Спустя неделю, когда Лувр наконец снова открыл свои двери, произошло то, чего никто не ожидал. Квадратный зал штурмовали 1000 людей. Но они пришли не для того, чтобы смотреть на шедевры Рафаэля или Тициана. Они выстраивались в бесконечную, молчаливую очередь, чтобы увидеть пустое место. На серой стене между Корреджо и Веронезе сиротливо торчали 4 железных крюка. Люди стояли часами, плакали, оставляли на полу букеты фиалок и записки с соболезнованиями. Именно в эти дни родилась та самая Мона Лиза, которую мы знаем сегодня. Парадокс XX века сработал безупречно. Картина стала абсолютным культом не благодаря своей живописи, а благодаря своему отсутствию. Жандармы шныряли по вокзалам и портам, обыскивая багаж каждого пассажира, покидающего страну. Газетные карикатуристы изощрялись в остроумии, рисуя Джоконду то на борту дирижабля, летящего в Германию, то в объятиях кайзера Вильгельма. На Монмартре шутили: «Берегите Эйфелеву башню», ее явно присмотрел тот же парень. Глава 7. Интеллектуальный террор. Пока Париж бился в конвульсиях, полиция, отчаявшись найти реальные улики, начала хвататься за соломинки. Настоящий детектив превратился в фарс, когда под подозрение попал самый авангардный кружок парижской богемы. В начале сентября по обвинению в краже и сокрытии музейных ценностей был арестован знаменитый поэт и критик Гийом Аполлинер. Несколькими годами ранее его бывший секретарь, авантюрист Жюри Пьери, действительно украл из Лувра несколько небольших иберийских каменных статуэток и продал их другу Аполлинера, молодому испанскому художнику Пабло Пикассо. Когда новость о похищении Моны Лизы взорвала город, Пикассо и Аполлинер в панике осознали, что у них дома хранятся краденые вещи из того же самого музея. Ночью, бледные от страха, они бегали по Парижу с чемоданом, набитым древними статуэтками, не зная, то ли утопить их в сене, то ли подбросить в редакцию газеты. В итоге Аполлинер запутался в собственных показаниях и оказался за решеткой в тюрьме Санте. Через несколько дней на допрос вызвали и самого Пикассо. На очной ставке с Аполлинером великий испанец, дрожа от ужаса перед депортацией, рыдал и кричал судье: «Я никогда не видел этого человека. Я впервые слышу его имя». Разумеется, к краже Джоконды они не имели никакого отношения.
Вскоре поэта отпустили, а художника оставили в покое, но этот инцидент лишь подлил масло в огонь всеобщего безумия. Если даже передовые художники воруют из Лувра, то мир точно сошел с ума. Глава 8. Афера века в действии. Пока парижская полиция допрашивала бледного Пикассо, на другом конце земного шара, в роскошных дубовых кабинетах Нью-Йорка, Бостона и Чикаго, разворачивался финальный акт гениальной пьесы маркиза Эдуарда де Вольфьерна. Каждый из 6 американских миллионеров, чьи имена знали только в высших финансовых кругах Уолл-стрит, получил утреннюю газету с новостью о похищении Моны Лизы. И у каждого из 6 в этот же день зазвонил телефон или в дверь постучал элегантный джентльмен. Один из этих миллионеров, стальной магнат из Пенсильвании, сидел в своем закрытом от посторонних глаз кабинете. Напротив него стоял агент Вольфьерна. «Это безумие», — нервно говорил магнат, указывая на передовицу газеты. Французское правительство подняло на ноги Интерпол. «Вы с ума сошли? Мне не нужны проблемы с законом». Агент Вольфьерна лишь снисходительно улыбнулся, поправив безупречные манжеты. «Дорогой, сэр, успокойтесь. Вы умный человек, так посмотрите на факты. То, что сейчас ищет Лепин в Париже, это не более чем политический фарс. Французы скрывают правду. Настоящая картина была вынесена из музея еще 3 месяца назад. Мой патрон, маркиз Вольфьерна, выкупил ее у коррумпированного чиновника Министерства искусств Франции. Но в газетах пишут, что ее сняли со стены только в понедельник. Воскликнул миллионер. Именно, мягко перебил агент. Французы обнаружили подмену только сейчас. Все эти месяцы на стене Лувра висела высококлассная копия. Они поняли, что их одурачили, и теперь инсценировали кражу, чтобы свалить все на мифического вора-одиночку и сохранить лицо. Подумайте сами, оригинал уже в США. Он в вашем подвале, упакованный в свинцовый ящик. Ив Шадрон лично подтвердил подлинность дерева и кракелюра Леонардо. Магнат сглотнул. Он подошел к тяжелому сейфу, открыл его и вытащил доску, которую ему доставили 2 недели назад. Он провел пальцами по безупречным, старинным трещинам на лаке. Картина дышала вечностью. Она была идеальна. «Вы гарантируете, что об этом никто не узнает?» Прошептал он. «Сэр, если вы проговоритесь, французы потребуют экстрадиции. Вы заперты в этой тайне так же прочно, как и мы. Для всего мира Мона Лиза пропала. Для вас она дома». В тот же день на счета подставных фирм маркиза Вольфьерна в банках Швейцарии и Аргентины хлынул золотой дождь. $300 000. Еще 300 000. И еще. В общей сложности 6 американских богачей выплатили маркизу около $2 миллионов. Фантастическая сумма для 1911 года, эквивалентная десяткам миллионов сегодня. Каждый из них спрятал свою Мону Лизу за потайные панели, в подземные бункеры или за тяжелые бархатные шторы. Каждый из них до конца своих дней был абсолютно уверен, что переиграл весь мир и владеет единственным подлинником Леонардо. Они часами сидели перед фальшивками Ива Шадрона, наслаждаясь своей безграничной, тайной властью над искусством. А гениальный копиист Ив Шадрон в это время тихо пил кальвадос в тихой деревушке в Нормандии, зная, что сотворил 6 величайших обманов в истории живописи. Глава 9. Чемодан с двойным дном. А что же делал в это время настоящий виновник торжества, Винченцо Перуджа? Он сидел в своей крошечной, душной мансарде на окраине Парижа.
Великий освободитель итальянского искусства оказался совершенно один. Агент Вольфьерна, который так красиво пел ему в кабаке о патриотизме, славе и людях из Рима, просто испарился. Перуджа несколько раз приходил на место встречи, но трактирщик лишь качал головой: тот господин больше здесь не появляется. Перуджа не понимал, что его использовали как слепое орудие. Маркизу Вольфьерна было абсолютно плевать, что будет с оригиналом картины и с самим Перуджей. Свою задачу итальянец выполнил, картина исчезла, газеты устроили шум, миллионы были получены. Настоящая «Мона Лиза» больше не интересовала маркиза, она была слишком опасной уликой. Винченцо оказался заперт в ловушке вместе с самой разыскиваемой вещью на планете. Он не мог ее продать, не мог ее показать, не мог даже выбросить. Он соорудил в своей комнате нехитрый тайник, деревянный дорожный сундук с двойным дном. Настоящая «Мона Лиза», написанная Леонардо да Винчи на тополиной доске 400 лет назад, лежала на дне этого фанерного ящика, завернутая в грязную шерстяную рубаху. Сверху Перуджа набросал свои старые рабочие штаны, поношенные сапоги, инструменты и тюбики с краской. 2 года. 2 долгих года величайший шедевр человечества пылился под грязным бельем итальянского гастарбайтера. Каждый день Перуджа просыпался от страха. Любой стук в дверь заставлял его вздрагивать. Пару раз к нему даже приходила полиция в рамках масштабной проверки всех бывших сотрудников Лувра. Офицер полиции зашел в его каморку, вяло осмотрел углы, заглянул в шкаф и даже похлопал рукой по крышке того самого сундука. «Что в сундуке?» — лениво спросил жандарм. «Старый хлам, рабочая одежда», — спокойно ответил Перуджа, хотя его сердце готово было выпрыгнуть из груди. Полицейский не стал открывать сундук. Он записал имя Перуджи в блокнот, поставил галочку и ушел. Самый разыскиваемый вор Франции остался незамеченным просто потому, что выглядел слишком нищим и жалким для гения криминального мира. Но время шло, Париж постепенно остывал, а в голове Перуджи зрело четкое, фанатичное решение. Раз правительство в Риме о нем забыло, он сделает все сам. Он вернет Джоконду на ее истинную родину, во Флоренцию. Чего бы ему это ни стоило. Часть 3. Триумф патриота и рождение бессмертия. Глава 10. Поезд на Флоренцию. Осенью 1913 года Винченцо Перуджа понял, что больше не может дышать парижским воздухом. Город, который он так ненавидел, казалось, сжимал вокруг него кольцо. Образ женщины с загадочной улыбкой, запертой в его дорожном сундуке, преследовал его в кошмарах. Она требовала свободы. Она требовала Италии. Винченцо аккуратно упаковал сундук. На самое дно, под слой ложных фанерных панелей, легла обернутая в пожелтевшие итальянские газеты тополиная доска. Сверху — привычный ворох грязного рабочего белья, поношенные сапоги и старые инструменты. На вокзале набережной Орсе, ныне музей Орсе, было людно и шумно. Накрапывал мелкий ноябрьский дождь. Перуджа купил билет в один конец до Флоренции, города, где Леонардо да Винчи 4 века назад сделал первые наброски своего шедевра. Когда поезд тронулся, и за окном поплыли серые парижские пригороды, Винченцо впервые за 2 года облегченно вздохнул. Жандармы на границе мельком глянули на документы бледного итальянского рабочего и даже не прикоснулись к его потрепанному багажу. Они искали контрабандистов, везущих шелк или табак, а не человека, укравшего душу Франции. Прибыв во Флоренцию, Перуджа снял скромную комнату в дешевой гостинице «Альберго Триполи Италия» на улице Панзани.
Окна его каморки выходили на узкий кирпичный переулок, но для Винченцо это был самый прекрасный вид в мире. Он был дома. И Мона Лиза была дома. Глава 11. Ловушка для идеалиста. 29 ноября 1913 года известный флорентийский антиквар и владелец художественной галереи Альфредо Джерри сидел в своем кабинете, просматривая утреннюю почту. Среди счетов, каталогов аукционов и предложений от мелких коллекционеров его внимание привлекло странное письмо, отправленное из Парижа, но подписанное итальянским именем Леонардо Винченцо. Письмо было сумбурным, написанным неровным почерком с грамматическими ошибками, но его суть заставила сердце антиквара пропустить удар. Уважаемый сеньор Джерри. Настоящий шедевр Леонардо да Винчи, Мона Лиза, похищенная из Парижа, находится в моих руках. Я — итальянец, который вернул родине то, что было украдено у нее французами. Я готов передать картину Италии, но требую, чтобы она заняла достойное место в галерее Уффици, а мне было выплачено вознаграждение в размере 500 тысяч лир за расходы и преданность Отечеству. Джерри не поверил своим глазам. За последние 2 года о нахождении Джоконда заявляли сотни сумасшедших по всему миру. Ее видели в Нью-Йорке, Лондоне, Рио-де-Жанейро и даже в тайных подвалах кайзера Вильгельма. Но профессиональное чутье подсказало антиквару не выбрасывать это письмо. Он немедленно связался с директором галереи Уффици, Джованни Паджи. Вместе они разработали осторожный план. Джерри отправил ответное письмо на указанный адрес парижского почтамта, не зная, что Перуджа уже ждет во Флоренции, приглашая загадочного Леонардо приехать во Флоренцию для осмотра полотна. 11 декабря 1913 года в двери антикварной лавки Альфредо Джерри вошел скромно одетый человек с густыми черными усами и лихорадочным блеском в глазах. Это был Перуджа. «Я принес ее», — без лишних предисловий тихо сказал Винченцо. «Она в моей гостинице. Идемте, вы должны увидеть ее сами». Джерри и директор Уффици Джованни Паджи, стараясь не выдать своего волнения, последовали за рабочим в его нищенский номер в отель «Триполи». Перуджа запер дверь изнутри, подошел к железной кровати и вытащил из-под нее тот самый деревянный сундук. Он начал выбрасывать на пол грязные рубахи, дырявые носки, разбитые флаконы из-под лака и старые плоскогубцы. Джерри и Паджи переглянулись, сцена походила на бред сумасшедшего. Наконец Перуджа подцепил ножом ложное деревянное дно. Из тайника он бережно достал сверток, завернутый в грубое сукно. Когда ткань была снята, в полумраке скромного гостиничного номера вспыхнули безупречные, глубокие краски Ренессанса. Со старинной тополиной доски на ошеломленных искусствоведов смотрела Мона Лиза. Директор Уффици Паджи, чьи руки дрожали, подошел к окну, чтобы поймать блеклый зимний свет. Он знал эту картину наизусть по репродукциям и архивным описаниям. Он провел пальцами по обратной стороне доски. Там сохранились сургучные печати Лувра и уникальный инвентарный номер музея. Кракелюр, эта тончайшая паутина времени, был безупречен. Ив Шадрон не прикладывал руку к этой доске, это был подлинник. Тот самый, который Леонардо да Винчи хранил у себя до самой смерти. «Да», — едва слышно выдохнул Паджи, бледнее. «Это она». «Отлично», — улыбнулся Перуджа, искренне сияя от счастья. «Забирайте ее». Наша гордость вернулась домой. «А как насчет моих 500 тысяч лир?» Джерри, сохранив абсолютное хладнокровие, мягко похлопал Винченцо по плечу. «Уважаемый друг, вы совершили великий подвиг. Но мы не можем просто забрать ее в кармане.
Нам нужно отнести ее в галерею Уффици до финальной экспертизы и оформления бумаг. Ждите нас здесь, мы вернемся с деньгами и правительственными чиновниками. Перуджа кивнул. Он верил им. Ведь это были его братья-итальянцы, патриоты, которые должны были носить его на руках. Через 1,5 часа в дверь номера 21 отеля Триполи снова постучали. Но вместо антиквара с чемоданом денег на пороге стояли 4 итальянских карабинеров в парадных мундирах. «Винченцо Перуджа, вы арестованы за кражу государственной собственности Франции», — сухо произнес офицер. Перуджа застыл. Его мир, построенный на иллюзиях и ложных идеалах, рухнул в одну секунду. Когда на его запястьях защелкнулись стальные наручники, он не кричал и не сопротивлялся. Он лишь с глубокой, горькой обидой смотрел на карабинеров и тихо шептал: «Но почему? Она же наша. Она итальянская». Глава 12. Суд и рождение культа. Судебный процесс над Винченцо Перуджей, начавшийся во Флоренции весной 1914 года, превратился в грандиозный фарс и национальный праздник одновременно. Адвокаты Перуджи гениально разыграли карту патриотизма. Они представили этого малограмотного стекольщика как простодушного, благородного героя, который пал жертвой исторической несправедливости. Они кричали в зале суда о Наполеоне, умывшим Италию кровью и укравшим ее сокровища. Судей по-прежнему мало волновал тот факт, что Наполеон к Джоконде отношения не имел. Сам Перуджа на заседаниях выглядел искренним и трогательным. «Я видел, как французы смеются над нашей культурой», — говорил он со слезами на глазах. «Я хотел, чтобы моя Италия снова стала великой. Я не взял ни единого сантима от продажи этой картины за 2 года. Я хранил ее как святыню». Вся Италия сошла с ума от восторга. В залу суда присылали корзины с цветами, бутылки дорогого вина и сотни писем от влюбленных женщин. Общественные фонды собирали деньги в помощь бедному Винченцо. Суд проявил невероятное, почти анекдотичное милосердие. Перуджу приговорили всего к 1 году и 15 дням тюремного заключения. А после апелляции этот срок и вовсе сократили до 7 месяцев. Учитывая время, проведенное под следствием, Винченцо вышел на свободу практически сразу. Италия ликовала. Но «Мона Лиза» больше не принадлежала только искусству, она принадлежала мировой геополитике. Правительство Италии, понимая, что удержание картины приведет к тяжелейшему дипломатическому скандалу и возможной войне с Францией, приняло решение вернуть шедевр. Но перед этим Джоконда совершила триумфальное турне по стране. Она выставлялась во Флоренции, Риме, Милане. Сотни тысяч итальянцев выстраивались в многокилометровые очереди, чтобы взглянуть на женщину, которая на 2 года заставила замолчать весь мир. В январе 1914 года специальный поезд, охраняемый ротой солдат, доставил Мону Лизу обратно в Париж. Когда картину вешали на ее старое место в квадратном зале Лувра, встречать ее пришли президент Франции, все правительство и тысячи горожан. Но это была уже совершенно другая картина. За 2 года отсутствие «Мона Лиза» превратилась из просто качественной работы эпохи Ренессанса в главную картину планеты. Ее образ был растиражирован миллионными тиражами на открытках, пачках сигарет, коробках шоколадных конфет и в рекламе корсетов. Лицо Джоконды стало самым узнаваемым лицом 20 века. Леонардо да Винчи был окончательно возведен в статус абсолютного, мистического культа, чье творение способно двигать армиями и менять судьбы государств. Эпилог. Истинные победители.
Винченцо Перуджа прожил недолгую, но тихую жизнь. После освобождения он успел повоевать на фронтах Первой мировой войны, попал в австрийский плен, а после победы вернулся во Францию. Как ни странно, под своим настоящим именем он открыл небольшую зеркальную мастерскую в пригороде Парижа. Французские полицейские, проявив удивительную беспечность, даже не вспомнили о «воре века». Он умер в 1925 году в возрасте 44 лет от инфаркта, оставив жену и дочь, которые вспоминали его как тихого, доброго человека, когда-то совершившего безумство ради любви к родине. Копиист Ив Шадрон закончил свои дни в роскоши, тихо скончавшись в своей усадьбе. До конца жизни он ни разу не взял в руки кисть, наслаждаясь тишиной и огромным состоянием, полученным за 6 идеальных обманов. А что же маркиз Эдуардо де Вальфьерна? Великий кукловод так никогда и не предстал перед судом. Ни один из 6 американских миллионеров, поняв со временем или так и не поняв, что их жестоко одурачили, никогда не обратился в полицию. Сказать правду означало признаться в покупке краденого шедевра и стать посмешищем для всего делового мира. Они унесли эту тайну с собой в могилу. В 1914 году, незадолго до начала Первой мировой войны, Вальфьерно встретился в Марокко с известным американским журналистом Карлом Деккером. За бутылкой дорогого вина, сыто щурясь на закатное солнце, маркиз подробно, в деталях рассказал журналисту всю историю своей грандиозной аферы. «Зачем вы рассказываете мне это, маркиз?» — удивленно спросил Деккер, строча в блокноте. «Ведь я могу пойти в полицию». Вальфьерно снисходительно рассмеялся, поправляя свои сидеющие усы. «Мой дорогой друг, полиция ищет оригинал». Оригинал уже вернулся в Лувр. Французы счастливы. Итальянцы получили своего героя в лице этого глупого стекольщика Перуджи. 6 американских толстосумов счастливы, каждый вечер любуясь своими подлинниками в подвалах Нью-Йорка. Я невероятно богат. Ив Шадрон пьет лучшее вино. В этой истории нет пострадавших. Так какое преступление они будут мне шить? Маркиз взял со стола бокал, посмотрел сквозь рубиновую жидкость на горизонт и добавил: «Я взял грех тщеславия и превратил его в чистое золото. Но самое прекрасное, мой друг, заключается в другом. Какую бы картину вы сейчас не увидели в Лувре, ту, что вернул Перуджа, или одну из копий нашего гениального шадрона, которую французы могли повесить, чтобы скрыть свой позор, это больше не имеет значения. Мы создали миф. А миф всегда дороже реальности». Вальфьерно взял с Деккера клятвенное обещание опубликовать этот материал только после его, маркиза, смерти. Статья вышла в свет в журнале The Saturday Evening Post в 1932 году, когда самого Эдуарда де Вальфьерно уже давно не было в живых. Она произвела эффект разорвавшейся бомбы, но мир, уже привыкший к культу Моны Лизы, лишь восхищенно покачал головой. И по сей день миллионы людей, приходя в Лувр и застывая перед бронированным стеклом, за которым улыбается загадочная женщина из Тосканы, втайне задаются одним и тем же вопросом: а оригинал ли это? И где-то в глубинах вечности маркиз Вальфьерно продолжает тихо улыбаться своей фирменной, едва заметной улыбкой. Шедевр был завершен. Мистификация стала бессмертной.